Дамы и господа, здравствуйте! Ну, с наступающими праздничками вас. Видите, у меня елочка наряжена, настроение праздничное. Ну, у нас пойдет разговор не о елочке, не о праздниках. Ну да, у меня праздник, в принципе. Я получил наконец-то свою камеру. 24 октября я ее заказал, оплатил. И сегодня у нас 6 декабря, я ее наконец получил. Обещали 4 дня прислать. И нету. Я писал, каждую неделю писал. В общем, ну что-то не в порядке. Я проверил все магазины в Германии, онлайн, и так заезжал, смотрел. Нету. 30 дней Лиферцайт. В общем, поставка. Не знаю почему. Я выписывал директ с Китая от Инсты. Вот. И они мне в подарочек, то, что я так долго ждал, прислали на 128 гигабайт от Инсты micro SD карту. Ну, в общем, распаковываем, смотрим. Я еще даже пленочку не сорвал, смотрите, какая новенькая, целенькая. Стерпел, хотел проверить, надо, вдруг тут кирпич лежит. А тут камера, надеюсь. Да, здесь камера. Так, что у нас тут идет? У нас идет кабелечек. USB-C, зарядочка, папир-кран всевозможный, сама камера. По камере я много не читал про нее, в принципе, так посмотрел. Насколько я знаю, у нее теперь при 8К она может снимать в 30 кадрах. Также у нее дисплей. Я, кстати, пользуюсь первой камерой Инстой. Она также неплохо снимает, лучше даже, чем GoPro. И что? Дисплей должен быть 2,5 дюйма, а на старой был 2,4 дюйма. Вот. И два чипа, один из них КАИ. В общем, при плохом освещении должно это все лучше снимать. Также еще заказывал отдельный аккумулятор. Что тут еще у нас? Тут у нас еще, для звука от ветра и атипичное их крепление. Я не удержался, и я понакупал всяких шняк уже. Я купил другое крепление. Где? У наших друзей. Так как как-то мне их местное не внушает доверия. Я этими пользуюсь, я и купроку свою уже переоборудовал. Как-то оно мне больше нравится. Опа-ля, держится. Ну вот, в принципе, уже хорошо, красиво. Также я подкупил, я уже делал обзор. Это мини-гриф, мини-штатив с аккумулятором, и также у него пульт есть, чтобы снимать. Да, это было куплено специально для нее. Также я купил еще для нее тоже адаптер. Тут он находится, вот он адаптер, чтобы внешний микрофон можно было подсоединять. Еще ничего не распаковывал. Пришло, ждал. Думаю, когда придет все. Больше ничего нету, кроме адаптера. Ну, в общем, смотрим. Телефончик. Ничего страшного. Здесь у нас находится SD-карта и адаптер этот. И купил я к ней еще клетку. Опа-ля. Сколько шнаков. Так как ты везде с камерой шлындаешь. Ну, надеюсь, она подойдет. В принципе, брал до первой, но написано, что они одинаковые по размерам. Будем проверять, будем смотреть. В общем, я сейчас все собираю и вам показываю. Ну и что? Собираем камеру. Так, крышечку мы сняли. И посмотрим первым делом мы рамочку. Подойдет ли рамочка. Это мне очень-очень интересно.
Не говорите, что она не подходит сюда. Подходит, шикарно подходит. И вот так она выглядит. Красивенько, в рамочке. Теперь, что у нас еще тут было? Что-то было еще у нас. Ах, микрофон у нас был. Куда-то я его засунул уже. Также сколько тут всего, вот он под носом лежит. Прекрасненько. И клетка подходит, и рамка подходит. Очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Опс. Ну и вот, друзья, вот такое комбо у нас получилось. Что-то у нас тут штымает. Вот так. Капелечек воткнем. Вот такая прекрасная ляля у нас получилась. В общем, я ее буду сейчас включать, регистрироваться. И обязательно вам все покажу. Также будут тестовые видео. Я сравню с этой камерой, насколько хорошо она снимает. Разница вечером, ночью, днем. В общем, вы смотрите. Ставите лайки, комментируйте. Вообще, нравится вам такая камера или нет? Ну, я говорю, после того, как я попробовал на этой камере поснимать, мне она очень понравилась. Лучше, чем GoPro 12. У меня были GoPro все от 9 до 12, то есть 9, 10, 11, 12. Все были успешно проданы, кроме 12. 12 я так немножко пользуюсь. И все. Ну, в принципе, вот и все. На этом я ролик закончу. Спасибо всем огромное. Остаемся, смотрим, подписываемся. Всем удачи и добра.